Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, новый патч наступил, он вышел вчера, а соответственно ролик я выпускаю на следующий день, соответственно для меня это было сегодня, для вас это было вчера, а соответственно ролик выйдет для меня завтра. То есть, ну короче вы поняли, я не буду здесь объясняться, то я сейчас сам себя запутаю еще и будет вообще полный аврал. Что я хочу сказать, помните ивент Holy Select War? Так вот. Этот ивент они, я так понимаю, запустили тестово, чтобы посмотрели, насколько это будет популярны, вот эти вот изменения, нововведения в виде реликвий. И что мы видим следующее? Они решили такие, ну, в принципе, ивент вроде бы как всем понравился, поэтому знаете что? А давайте мы этот ивент внесем как глобальный патч, как глобальное изменение. И то, что я увидел за 2 игры, это то, что игры стали намного дольше, предметов стало намного меньше. Кто-то говорит, что... Короче, сейчас появилось 2 лагеря. Кто-то говорит, что патч отличный, интересный, прикольный. А кто-то, как я, немножечко скептически относится к этому патчу. Но я, в принципе, отношусь скептически к этому патчу, потому что разработчики абсолютно не слышат свое комьюнити. Они не понимают, что нужно нерфить, что нужно бафать. Они переработали некоторых персонажей, нерфанули Энчу зачем-то. Теперь Энча максимально бесполезный герой. И он только и годится для чего? Правильно, для того, чтобы с него просто денежки поиметь. То есть вы покупаете инчу, апаете ее в двойку, продаете, получаете 3 монетки. Все. Вот на что нужна инча. Больше ей применения я, к сожалению, не нашел. Что она делает, вы спросите? А делает она почти все то же самое, что и в прошлом патче. Единственное, что нету отхила. То есть отхила нет от слова совсем. Она не хилит больше. Она просто делает замедло в радиусе одной клетки. Вот и все. На 3-м уровне это 30%. И вот ответьте мне, много ли это или мало? Как по мне, это полная дичь, полная хрень, то, что они сделали с Инчой. Они ее убили напрочь. Она и до этого, ну, неплохой был персонаж, да? Она стоила своих денег, она стоила своего апа. А сейчас она зачем? Естественно, незачем. Я, кстати, продам сейчас, возьму уровень. Дай бог мне фиолетовые фигуры рано будут приходить. И так вот. Неплохо. Ну, я, наверное, возьму молот. Я возьму молот. И в этой каточке я хочу попробовать собрать гоблинов мехов. Может, у меня получится. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, по крайней мере, я стартую с гоблинов мехов. А там уже как пойдет, естественно. Ну, все по дефолту, ребят. Все по дефолту, поэтому как оно идет, от этого отталкиваемся. По моим наблюдениям, игры стали дольше. Намного. Ну как, на 5-10 раундов они стали однозначно дольше. Добавили вот эти вот реликвии, и сразу хочу сказать, если падает вам хорошая реликвия, то вы в принципе идете на винстрик. Если падает плохая реликвия, но давайте так. По поводу реликвии и всего остального я сниму отдельный патч-обзор. Это будет отдельный ролик, я разберусь со всем и его выложу. Сделаю это я максимально быстро. Не буду тянуть, как с предыдущим обзором. Ну и на самом деле хорошо, что я предыдущий обзор и не делал. Не делал, потому что он по факту и не понадобился. Разработчики ввели вот такой вот глобальный патч, решили ивент перенести просто в глобальный патч. Замечательное решение, я считаю. Гениальное. Что думаете вы? Я думаю, вы так же самое считаете, как и я. Не понравились мне здесь. Ну, короче, я на 50% негативлю на счет этого патча. И давайте мы немножко перейдем к следующему. Чтобы мне было намного интереснее записывать видеообзор и анализ текущего патча, то давайте так. 50 лайков под этим роликом. Мало ли того, что я выпущу обзор патча с реликвиями, со всеми делами, с разбором и тому подобное, с анализом. Ну, это чисто будет мое мнение, сразу говорю. То есть я буду ссылаться на свой опыт и на свое мнение. Потому что текущая игра — это моя вторая игра в этом патче. Вот. Ну, я думаю, тут как бы вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому 50 лайков под этим роликом, я выпускаю патч-обзор на текущий патч, на текущие реликвии и тому подобное и так далее. Ну, тут, в принципе, больше и нечего добавить. И единственное, что я хочу сказать, чтобы вам было еще более интереснее ставить лайки, то скажу следующее. Соберется 50 лайков, я выпущу Вайпера. Я давненько его не записывал, поэтому я выпущу Керри Вайпера. Как я его буду там собирать, уже посмотрим, как оно будет приходить. Пока что мне неплохо идут гоблины-мехи. Не, ну ты серьезно? Ты нашел Эмбера? У меня же горло чуть-чуть захрипело, прикиньте. Прикиньте, он нашел себе Эмбера. Чувствую, здесь будет каточка следующая. Тут будут убийцы-ведьмаки, 100%. 100% здесь будут убийцы-ведьмаки. Вот гадалки не ходи, так оно и будет.
Надеюсь, мне Луна хотя бы в двойку придет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Если не придет, ну, что поделать, что поделать. Вообще, на самом деле, мне хочется взять сейчас уровень. Я бы такой, чтобы продать Хускара, продать Трента и взять уровень. Пока как-то так сделаю. Не знаю, может взять уровень, не взять уровень. Но то, что чел нашел себе Эмбер, это, конечно, замечательно. Если он найдет его в двойку раннего и соберет Ведьмаков убийц, то это будет трэш-контент. Да что ж такое? Дико извиняюсь, у меня что-то горло начало хрипеть резко. Весь день не хрипело, а тут она решила такое: опа, похрипим немножечко, похрипим. Ну ладно. Кстати, еще один момент заметил, то, что сейчас на охотниках самый лайт стартовать. Меня просили об этом не говорить, но я не могу об этом не сказать, потому что от этого станет намного интереснее играть. Как вам, так и мне, соответственно, тоже. Кто-то скажет: в смысле станет интереснее играть? Ты вот сейчас всем расскажешь, что охотники сейчас это имба для старта, и все. В каждой каточке будут охотники. А я скажу следующее. Будет обоюдоострый меч, и в каждой каточке будут воины через волшебников. И эти охотники будут сами сидеть. Один нашел Эмбера, второй нашел хитреца. Вы там, ну, у вас все в порядке? Или вы там договорились как-то с пандами? Потому что когда я беру панду, мне единственное, которая панда приходит, это болт на 28. Вот такая панда, ребят. Советую каждому попробовать эту панду, болт на 28. Это, ну, ой, ладно. Ой, ладно. Пока что у меня... Мне грех жаловаться. У меня сейчас гоблины мехи со старта, в принципе. Пока что все более-менее хорошо. У меня 100 хп, у меня все окей. Улучшения, ну, дефолтно нету. Хотя надеюсь, что оно придет в скором времени, это улучшение. В принципе, как я могу перевернуть эту игру? Если у меня получится собрать гоблинов мехов, то я хочу попробовать максимально много золотых роллов. И я хотел бы попробовать собрать вертолетиков тройку. Если получится, естественно, да, я вот сейчас так загадываю о том, что там я возьму вертолетиков тройку, там то, все возьму, пятое, десятое, по факту, единственное, что я смогу взять, это топ-8 и поехать next регать. Блин, ну можно мне что-то, ну, по улучшению? Хочется как-то, ну вот прям, понимаете, ребят, ну хочется. Хочется мне улучшения немножечко. Хочется немножечко улучшения. Ну, что-то как-то... Что-то как-то пока с натяжечкой. У меня рубрика все по 2. Знаете, какое у меня улучшение сейчас придет? Клокер в двойку. Не Тинкер, не Резачок, не Омник. Клокер в двойку. На самом деле, я бы такой, чтобы они Клокверка переделали. Вот тот персонаж, который действительно заслужит ребаланса, это Клокверк, как по мне. Потому что Клокверк, ну извините меня, он хуже, чем Тинкер тот же. Вот не знаю, как они... Наныл и Двинч. Тринч! Мамма мия. Блин, сейчас раунд с мобами. Наверное, стоит убрать сейчас одну фигуру и поставить гоблина-убийцу. Чтобы попробовать. Может быть, получится одну монетку заинкаем. Кстати, жрицу света переделали. Вдруг кто не знает. Теперь она хилит. Хилит по области. Хилит довольно-таки неплохо. Единственное, что мне не нравится, это ее огромное КД. Это ее огромное КД. У нее на первом уровне КД 20 секунд. Под богами это будет где-то 8 секунд, да? Там получается 60%. Не, 8 секунд. Не, ну да, по-моему... Да, где-то 8 секунд будет у нее КД под 4 богами на первом уровне. На втором уровне, соответственно, по-моему, 7,5 секунд будет КД. Но у нее скилл длится 5 секунд. Хилит на первом уровне 100, на втором 125, а на третьем, по-моему, 150, если не ошибаюсь. Если что, короче, в комментарии меня поправьте. У меня, кстати, винстрик 6. По-любому лишусь его в скором времени. Так, отлично. Инвестиция. Инвестиция отличная. Как я говорил уже ранее, мы продаем эту отличную фигуру, слишком импактовую. Она нам не нужна. Поставлю двух резаков. Вот, смотрите, что у нас по реликвиям. Так, жезл Кира, аптечка священника и сумка пандамана. Не совсем я понимаю, что делает сумка пандамана. Стоимость набора имеющихся деталей уменьшается вдвое в течение 10 раундов. Существует 60% шанс, что обновление деталей будет стоить всего одно золото и использовать... Я так понял... Кстати, вдруг чего мне там писали в телеграм-канале, что вот эта вот надпись детали,
это, оказывается, фигуры. Ну, перевод, как всегда, замечательный у разработчиков. Я не знаю, какой они там переводчик используют, но это просто жесть какой-то. Перевод максимально отвратный. Такое ощущение, что они не через Google переводчик делали, а вот пригласили какого-то ноунейма, который сказал, ну я типа знаю, как переводить там с китайского на русский, с китайского на английский, и я вот вам переведу. Держите мой топовый перевод, я думаю, вам он понравится, и разработчики, кайф. Спасибо тебе, сладкий мой. Кстати, а какого я гоблина на 10-м раунде взял? Серьезно? На 6-м уровне 6 гоблинов? Не, ну мне грех жаловаться. У меня идеальный стол сейчас на 12-м раунде. У меня есть 2 двойки. Ладно, не идеально. Окей. 6 гоблинов его могут меня так ра-та-та-та-та такое устроить. Посмотрим, как оно будет. Вот. Я еще сам по всем реликвиям ничего не понимаю особо. Это моя вторая игра. Да, я там пытался читать в Википедии, но извините меня, перевод там настолько шикарен. Ну вот прям хочется пожать переводчику руку. Не знаю, сколько они ему платят. В чате Телеграма там мне писали о том, ну не мне писали конкретно, а просто в чате Телеграма писали о том, что заплатите мне 100 баксов, и я вам переведу как бы лучше, чем сейчас есть перевод. И, честно говоря, лучше бы они кому-то извне заплатили, который реально шарит, как перевести. Потому что в данном случае, я думаю, Google переводчик так не переведет. Намного эффективнее Google переводчик будет переводить. Потому что сейчас он перевел, ну, просто дичь полнейшую. И еще, кстати, один момент забыл сказать. Сейчас изменили стоимость уровней. То есть, когда вы берете, апаете 9 уровень, ну, во-первых, стоимость 9 уровня изменили, там 48 опыт. Серьезно, ты нашел гоблина, взял себе 8 уровень. Ты еще скажи, что ты найдешь сейчас механизма рано. Легендарного механизма рано найдешь. Вот если ты его сейчас еще и рано найдешь у этого механизма, я вообще выпаду. Это будет, ну, тильт-пальто. Нет. Не трожь мой винстрик. Ну не. Клокер. Я знаю, что я на тебя там наговаривал 1000 лет, но выиграй раунд. Выиграй, выиграй. Молю, молю. Все, я больше не наговариваю на Клокверка. Клокверк имба. Ребят, запомните, покупайте Клокверка всегда. Не стесняйтесь его покупать. Это лучший персонаж, который только может быть. Ничего себе. У меня апгрейд. Это нам надо. Это нам надо. Это нам точно надо. Вместо Омника поставлю сейчас резака. Хотя на самом деле лучше, наверное, оставить Омника. Но нет, продам пока что. Пока что я его продам. Охотники собираются. Так, это не фуловые гоблины, на что хорошо, конечно же. Я тоже хочу фуловых гоблинов. Вот, хочется все. Хочу фуловых гоблинов. Дайте мне фуловых гоблинов. Я требую... О, плюс 3 монетки сюда. Плюс 3 монетки сюда, в кармашек. В кармашек. Так вот. Сейчас, если не ошибаюсь, ну сейчас, короче, дойдем до 9 уровня мы уже. Вот сейчас 8 апнем. И на 9 я, вы посмотрите, сколько стоит, точнее 8. Короче, с 8 на 9 вы сейчас посмотрите, сколько будет стоить опыта. По-моему, если не ошибаюсь, то 48. А чтобы апнуть 10 с 9, то там 56 надо. И кто-то мне писал в комментариях, что если вы... Я, кстати, выйду, наверное, из инкама, возьму себе 8. Явно лишним не будет. И я надеюсь, что в скором времени мне уже, конечно, придут гоблины. Многого хочу. Очень много, но... Такая жизнь. Можно, конечно, сейчас продать Тинкера, и будет замечательно. Короче, мне кто-то писал в чате или в комментариях, что теперь можно с 10 уровня спокойно брать 11 и 12, просто покупая уровень. Единственное, что там требуется 64 опыта на 11. Я боюсь представить, сколько там требуется на 12. 128? Если в действительности это так, это жестко. О, спасибо. Так, время паролить я иду. А, не. Ладно, я возьму 9 все-таки. Вот, смотрите, сейчас с 8 на 9 нужно 48 опыта. По-моему, если не ошибаюсь, то требовалось поменьше. По-моему, 40 требовалось. Если что, то поправьте меня в комментариях. Честно, у меня из головы вылетело, сколько в предыдущем патче стоил апгрейд.
Я, кстати, наверное, возьму Святой Грааль. Потому что у меня будут механизмы, а как я напоминаю, что у механизмов есть уникальный баф на 50% больше хп регена от всего. То есть от маски 5 тира, от просто хп регена, от вашего обычного регена. То есть весь реген, который у вас есть, маска, там не знаю, что угодно, омника, отхил и тому подобное, то механизмы на 50% больше хилят. Это нужно учитывать. Это нужно учитывать. И если я не ошибаюсь... Вот я, вот жезл Киры, я его купил, но что-то я пока как-то не заметил, что мое обновление будет стоить 1 монетку. У меня пока что все по 2. Это из-за того, что у меня халявные роллы есть или как? Серьезно? У меня такой стол, меня вынес охотник. Какие у тебя там предметы? А, ну да, ну да, ну да. Ну да, чел арканцы закинул в охотника зверя, и тем не менее меня разорвал. У меня скоро 5-я точка разорвется от таких приколов. Не знаю, кунг-фу может поставить. По приколу чисто. Я поставлю панду. Дай бог мне механизм придет. Дай бог мне придет механизм. Придет механизм, будет замечательно. Главное, чтобы вот этот Урта не наролил себе сейчас Эмбера. Наролит Эмбера в двойку, боже, какие-то будут лютые проблемы. Особенно, когда он сделает себе фулл ведьмаков плюс битс 6 штук. Это будет жестко. Тут еще темпларка, кстати, есть спектра, есть тролль. На самом деле, знаете, как я хочу сделать? Собрать гоблинов-мехов, апнуть тролля в тройку, вертика в тройку, получить губозакаточную машину, достижение о том, что ваша губа закатана по максимуму, до талого, прям до корней. Ну, вы думаете, все прекрасно поняли, да? Я надеюсь, что мне придет золотой ролл. Надеюсь. Хочу я этого. Я это дико хочу. Непонятный чел. Так, отлично. Клокверк апгрейднулся. 17 раунд. Ну, я считаю, пора. Я считаю, пора апгрейдиться на 17-м раунде, Клокверка в двойку находить, да? Что думаете? Я думаю, да. Я думаю, да. Почему нет? Почему нет, если можно, да. Кстати, Дума я не продаю не просто так. Может, он в Эмбера закинет Дум и будет мне попроще. Но в дальнейшем я его, конечно, продам, потому что я в нем не особо нуждаюсь. Олегич хочет себе собрать воинов, как я понимаю. Какой-то бог собирается непонятный. Но я пока что что-то не заметил, что у меня, ну вот, бесплатный ролл был. Шанс 60%. Либо мне настолько не везет, либо же это не работает с механизмами. Одно из двух. Кто шарит, напишите в комментариях. Как по мне, то это не работает конкретно с механизмами. Потому что сколько уже... 7 штук прошло этих роллов, а как бы уникального ничего такого нету. Где мои халявные роллы? Непонятно. Кого ты Дум закинул? А, в алхимика. Ну, вообще в алхимика не надо было. Надо было в хитреца все-таки. Он тоже 4 монетки стоит. Ну только не скажи, что ты меня пованшотаешь. Пожалуйста. Нет? Ну спасибо. Это хорошо. Боже, какой ты уволень. Ты овощебаза. Я тебе отвечаю, Тинкер. Вы видели? По закону подлости у панды осталось меньше там 100 хп. Он все 3 ракетки кидает в панду. Серьезно? Гений. Просто непризнанный гений. Запомните, ребят. Вот этого непризнанного гения. Так, ага, отлично. Теперь Клокверк начал идти. Но мне же Клокверк очень нужен, да? А гоблинов можно? Мне бы в действительности хотелось бы посмотреть на гоблинов. Вот, как бы пощупать их, потрогать, ну, увидеть их хотя бы. Блин, ну реально, по-моему, с 8 на 9 стоило 40 опыта. 40 опыта, по-моему, стоило. Китаец вообще непонятное что-то собирает. Так, Павлик собрал себе 6 зверей. Угу, будет на сумонах играть. Моих гоблинов он разорвет в пух и прах. Так, ну вот смотрим. Смотрите, я сейчас откисаю. Это по-любому будет откисной. Смотрите. Оп. А все потому что у меня нет фулового бафа гоблинов. Но даже если бы так, даже если бы он был, то я бы не смог его затащить. Слишком слабый стол. Слишком слабый стол. Чел с 12 винстрик минус 18 мне по таблу. Чисто чапалаха, держи такого. Взял 9. Чтобы у меня была призрачная надежда на мою легендарную фигуру. Все-таки легендарная фигура, шанс 3%. Вот, кстати, обратите внимание сейчас, чтобы 9 апнуть, нужно 56 опыта. 56 опыта. Ты нормальный? Как ты нашел минера?
Спорим? Вот, ребят, сейчас ролик поставьте на паузу после того, как я скажу свое предложение. Свою фразу, предложение, не знаю, как хотите это называйте. Спорим, что сейчас мне не будет идти мехи от слова совсем. И когда я решу перестраиваться в какой-либо другой билд, он ко мне придет. Ну, по закону подлости. Ставьте на паузу, пишите в комментарии, так это или не так. Вот, как думаете? Я уверен на 150%, что так оно и будет. На 150%. Еще, кстати, стало намного меньше предметов. В разы меньше предметов стало. Из-за того, что, ну, как я уже говорил ранее, на 10, на 20, на 30 вам падают реликвии, а не падают шмотки. Поэтому как-то так. Мгм. О, кстати, вот это имба. Вот это имба. Кстати, сокровище Джека это просто 3-го тира сундук будет падать. Сумка Пандамана уменьшает стоимость фигур, которые у вас есть на столе. Я вспомнил. Вспомнил, что она делает. То есть те фигуры, которые у вас есть, сумка Пандамана. Сейчас я возьму вот эту метаморфозу. Короче, вы поняли. Как-то так. Сейчас из инкама выйду немного. Мне надо паролиться. У меня нет до сих пор гоблин. О, спасибо. Наныл. Я наконец-то тебя наныл. Наконец-то я тебя наныл. Все, 6 гоблинов. Поехали как бы камбэкать. Это будет камбэк. Это будет исторический камбэк. Мне на лицо. Так, китаец. Ну, чел непонятно собирает. Боги, демоны какие-то. Что-то вообще непонятно. Без денег сидит. Что собирает, вообще не понять. О чем я хотел сказать? А, вот, по поводу реликвии. Сумка Пандамана. Она уменьшает стоимость фигур, которые есть у вас на столе. Это прикольно. Это реально стоит того. Но то, что я сейчас взял, это стоит любых, наверное, вложений. Почему? Сейчас объясню. За каждый выигранный раунд, сколько вы урона нанесете своему противнику, столько хп вы восстановите себе. Самое главное это побеждать здесь. То есть вы нанесли, допустим, условно 100 урона, да? Ну, конечно, ну, я сейчас, скажем так, замечтался, но вы нанесли 100 урона. Еще и 9 охотников. Сколько у него двоек? Вы Ладно. Минутка отсутствия моих нервов. Окей. Окей. Глаз телипается, он еще и проиграл раунд, это хорошо. Это хорошо, он проиграл раунд, это хорошо. Если бы он выигрывал сейчас раунда, это было бы максимально плохо. Не дай бог ему соберутся легендарки. Не дай бог. Как только у него легендарки эти соберутся, то все. Караул, хавайся. Наныл. Ух ты, сюда. Так, это... Лич мне вообще не нужен. Он мне никуда. Он вообще никуда мне не заходит, поэтому я его продам. Его продам и продам вот этого гоблина-убийцу, потому что мне тоже как бы не нужно. У меня есть бабка. Да. Возвращаясь к тому, что делает этот метаморфоз? Вы нанесли 100 урона, то 40% вы восстановите себе хп. То есть вы нанесли вражескому... Сколько урона вы нанесете вражескому шахматисту, соответственно, вы возвращаете себе 40% от нанесенного урона по своему противнику. Вот сейчас обратите внимание, если я выигрываю, у меня 80 хп. Сколько мы ему нанесем, соответственно, посмотрим, сколько восстановим хп. Так, отлично, я его здесь вынес. Шикарно. Это чтоб ты на золотых роллах не катал, понял? Ну, у меня, да? Запомни меня. Запомни и смотри мне в глаза. Так, нанес ему сколько? 6 хп восстановил, 15 нанес. Ну, треть. Ну, какую? Больше. Ну, половину хп я себе восстановил с помощью этого. Это прикольно. Темпларочка. Ух ты. Так. Так вот сделаю. Мне нужны золотые роллы. Ну, дай мне легендарную фигуру, которую мне надо. Темпларка это, конечно, хорошо. Но все-таки хочется легендарную фигуру. Мне не хватает лишь одну легендарную фигуру. Если попробую, может, темпларку закирить, может получится. Может, хотя на самом деле у меня настолько слабый стол, что прям диву даешься. А еще там собрались 9 охотников, все в двойке. Я к ним просто не подойду. Мне надо собирать каких-то воинов, тогда я здесь выиграю, еще и зверь этот. А, ну понял, ну, дефолт. Сколько ты мне сейчас несешь по лицу? Минус 30? Сколько? Сколько? Минус 26. Ну, почти минус 30. Я почти угадал. Почти угадал. Спектра. Ладно, короче, это какая-то Г.
Надо перестраиваться. Хочу я того или нет, то мне нужно перестраиваться. Я не могу терпеть. О-о-о. Вот это да. Есть идея. Я пока что еще имею призрачную надежду на то, что ко мне придет легендарочка. Нужная легендарочка механизм. Имею призрачную надежду. Бог ты мой, там уже чел себе собирает полностью на золотых роллах. Благо у него денег нет. У него 3 монетки всего лишь. Отлично. Больше всего меня сейчас опасает зверь. Мне некого его сейчас выносить. У меня гоблины очень слабые. Так, антимаг. Антимаг это хорошо. Так, цепочечка это тоже хорошо. Цепочечку мы берем. Цепочка по-любому нам нужна. Колечко мне это не надо. Так, антимаг. Антимаг вот так вот сделаем. Не знаю, я хочу темпларку продать. Она мне не особо нужна. Хочу тролля попробовать закерить. Посмотреть, насколько это будет жестко. Хочу попробовать тролля закерить. Будем пробовать тролля керить. Будем пробовать тролля керить. Я сейчас, кстати, попробую шмотки перерулить. Давай, что-нибудь адекватное. Ну, криты неплохие. Криты это неплохо. Особенно если у меня тролль придет в двойку, то это будет очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Охотник лидирует, потому что, ну, стол у него шикарен. Вот, кстати, еще один огромный минус из-за того, что мало предметов в игре стало. Охотника адекватно ты сейчас не сможешь поконтрить. Так, урта. Хорошо, что Эмбера у тебя нету пока что в двойку. Отлично. Так, ну, в принципе, я его должен сейчас выносить на изичах. Судя по всему. Или нет? Или да? Или да? Да, да, да. Отлично. Так, Павлик вынес Бутю. Леон, отлично. Бабка, хорошо. Где мой легендарный механизм? Продам, короче, темпларку, продам, наверное, алхимика, продам бабку. Надо полностью перестраиваться. Надо полностью перестраиваться. Все, я уже не особо верю. Раз мне не пришел гоблин-механизм, то все. Можно, в принципе, и дальше не смотреть, придет он или нет. Да. Жесткий охотник. Ничего не скажешь. Все в двойках. Но больше всего меня сейчас спасает это зверь. Хотя на самом деле даже зверям сейчас намного тяжелее стало играть, потому что он, если ты играешь через суммоны, то тебе довольно-таки тяжко. Помните, о чем я говорил, что я к нему даже не подойду? Вот как бы не подошел. Минус 17. Больно. Больно! Опа! Павлик вылетел. Отлично. Так, ладно, надо выставлять. Я рискую. Рискую, но я буду играть через этого тролля. Наныл. Вот это я наныл. Сейчас поставим полностью ведьмачков. Вот так вот. Вот таким вот образом. В принципе, замечательно. Знаете, чего мне сейчас не хватает? Мне не хватает аганима. Как только будет у меня аганим, как только будет у меня хотя бы гиперстон, то все, им ГГ. Я этим троллем буду разрубывать все и вся. Ты угораешь надо мной? Ты реально угораешь надо мной или что? Этот еще и панду в двойку себе нашел. Ну... Да. Зато яиц сейчас насыпала, будь здоров. Я, наверное, выйду из инкама и поставлю фулл троллей. Либо же... Хотя сейчас будет раунд с мобами. Я, короче, попробую так сделать. Пока что попробую так сделать. Поставлю просто фуловых троллей и поставлю пока что 2 ведьмака.
Не думаю, что это будет ошибкой. По крайней мере, я должен гоблинов мехов спокойно выносить, а всех остальных пока не ясно. Не ясно. К охотнику я подойти не смогу, пока не найду нужные предметы. То есть мне как минимум нужно БКБ, чтобы меня охотник не отталкивал. Но как максимум мне нужен Аганим. С Аганимом и желательно, кстати, еще волшебное зеркало, чтобы ко мне пришло. Нормально так я стол защищаю. Не хватило чуть-чуть. 9700. А, фу. Упо. Хе-хе-хе. Урта вынес охотника. Понимаю. А, ну да, точно. Он же с Эмбером в двоечку. Выставит ведьмаков, то ГГ будет. Он этих охотников будет ваншотать. Может, мне все-таки получится апнуть тролля? А? Мне бы очень хотелось апнуть тролля в тройку. Тогда мне Яганим не нужен. Вот, кстати, смотрите, какие у него предметы. Сейчас предметы это прям такая роскошь. У него почти 2 фигуры в тройку там. Снайпер в тройку и Тракса почти в тройку. У меня есть проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Спасибо за колдовскую шкатулку. А нет эпического предмета больше. А нету его. Ну, зачем оно, естественно, нам? Правильно? А что по реликвиям хотя бы? Аптечка, аптечка и сундук. Я возьму сундук. Вот это вот фрукт, я не совсем понял, как он работает еще. Но, по-моему, кто-то мне говорил, что этот сундук это полное Г. И я, кстати, наверное, возьму обезоружь. Возьму обезоружь, так как там есть, во-первых, убийца. Так как там, во-первых, есть охотники, которые, извините меня, будут расстреливать, будь здоров. У них будет целый полигон развала кабинета. Жалко, конечно, мне не упало волшебное зеркало. Упало бы волшебное зеркало, было бы все замечательно. Так, я полностью сейчас сролюсь. Хочу улучшения. Теперь, кстати, не пообузишь мантию 4 тира, так как ты ее не увидишь. Единственное, что ты увидишь ее на 35-м раунде, либо же переролишь все свои предметы. Так, первый охотник в тройку есть. Вот я сейчас посмотрим, вынесу охотника. Но я вообще не должен его выносить пока что. Ха! Чего? Вы заметили этот прикол? Только что Спектра юзнула свою способность, но из-за того, что у него фигуры стоят в углу, иллюзия Спектры просто умерла. Просто исчезла. Это рофл? Ладно, через яйцо апну Спектру. Хороший персонаж, чтобы его не апать. Так, там Гоблин Мех нашел себе Спектру в двойку тоже. Ага, там убийца нашел себе рефрешер. Кстати, гениальное решение закинуть рефрешер в убийца полуорку. В Магнуса вспомнил. Я забыл, как его зовут, и сейчас вспомнил. Это Магнус. Это гениальное решение, потому что он даст 2 стана, и за 2 стана со своим Эмбером должен вынести здесь все и вся. Хотя на самом деле лучше бы, наверное, он закинул в Эмбера. Но мы это сейчас посмотрим. Так, вот. Чпуньк. Не, все-таки это гениальное решение. Ваншотнул мне абсолютно всех. Но, походу, это next. Похоже, это next. Ну, ладно. Ничего не хочу сказать. Мне, короче, нужно немного расстановку, наверное, поменять. Так, уже 2 керри у него в тройку. Угу. В топ-3 я должен зайти. Если ко мне придет Гоблин Мех, то я в топ-3 должен зайти. Предмет 5-го тира я найти не могу. Никаким образом его невозможно найти сейчас. Не знаю, я как-то так сейчас попробую сделать расстановку, чтобы вынести этого охотника. Надеюсь, у тролля топоры будут часто срабатывать. Так. Ага, это Гоблин Мех. Но его должен... Так, но его без шансов вынес. Отлично. Все, шик. Шикардос.
Все, пока. Давай, увидимся в next. Предметы, конечно, гениальные падают. Угу, Леончик. Леончик мне не нужен. На- Так. Спектра, спектра. Я, наверное, залочу ролл. Я, наверное, заблокирую эти роллы. Дай бог повезет. Дай бог. Убийца, конечно, там овер жесткий. Почти тракса в тройку у него еще. Это плохо. Интересно, что мне на 35-м раунде упадет? В идеале мне нужно, не знаю, мне БКБ в идеале надо, чтобы он меня не отталкивал. И пока он меня не будет отталкивать, я должен выносить ему всех... Что за бред со спектрой? Объясните мне. Что это за бред? Что это происходит? Кстати, Урта проиграл мне. Урта мне проиграл. Сюда. Еще и денежки с него получил. Так, еще и спектру купил. Опа, яичко. Яичко. Надо блочить, наверное. Надо блочить. Да, я буду блочить. Я не хочу тролля скипать. А, так подожди. Знаете, что сейчас будет? Я сейчас соберу спектру в тройку. Соберусь я сейчас спектру в тройку и закерю ее. Я как бы в тролля верю, но спектра в тройку должна объективно сильнее быть. Она должна ваншотать все таргеты. Плюс у нее иллюзии есть. Хотя на самом деле меня бесит то, что иллюзии, они пропадают. Из-за того, что его персонажи стоят в самом углу, они пропадают. Что это за бред такой? Объясните. Так не должно работать. У него почти тракса еще в тройку. Вот смотрите, у него предметы там, ну, не особо хорошие. О, это ZS, отлично. Так. Я думаю взять клинок тени. Без МКБ мне будет жестко. Я его не смогу вынести. Но я возьму клинок тени. А он дает скорость атаки плюс уклонение. Против охотника это особо адекватно работать не будет, потому что это охотник, естественно. Вражеский охотник будет по мне попадать 99% из 100. Так вот, так вот. И пробуем ее керить, да? 500 урона с руки. Да, предметов очень мало стало. Очень мало предметов. У меня есть обезоружение. Смотрите, у меня сейчас тонна уклонения. У меня есть клинок тени, который дает уклонение. У меня есть сейчас обезоружение, который дает уклонение. И наблюдайте вот эту... Ну не, отлично, отлично. Нет, что-то... Антимаг имба. Антимаг это имба. Это непризнанная имба. Да, антимаг как остался имбой, так и остался имбой. Так, это на запись, надеюсь? Да, на запись, на запись. Если что, привет, привет. Передавай по всему ролику привет. Короче, что сейчас будет происходить? Он снайпера сделал отдельно, что хорошо для меня. Минус в том, что я до сих пор не понял, какого лешего, у меня спектры иллюзий пропадают на охотника. Вот объясните мне кто-нибудь. А еще у меня предметы, ну... Короче, сейчас посмотрим. Я надеюсь, очень надеюсь, что сейчас он по мне не будет попадать. Это миф. У меня клинок тени и обезоружен. У меня как минимум там процентов, ну, 50, 60, 70 точно есть уклонение. Так, ваншот, ваншот. Ну куда иллюзии-то пропали? О, конечная для снайпера. Отлично. Хе, попал по нему. На самом деле опасно. Опасно, потому что у меня нет МКБ, а у него есть клинок тени. Из-за того, что у него есть клинок тени, есть огромная вероятность, что я попадать по нему физически не буду. У него будет бесконтактный бой со мной. Угу. Так, Хускара апаем. Хускара мы апаем. Пока что мне нравится спектра в троечку. Пока что. Но мне не нравится то, что пропадают иллюзии. Что это за бред такой? Такого же раньше не было. Они раньше появлялись рядышком. Сейчас, когда юзают спектра свою иллюзию, они пропадают. Получается, спектра стала намного юзлес?
О, 3 тройки. Понял, принял. Осознал, принял. У него еще 38 хп. Так, дубль номер 2. Ваншот, ваншот. Ну куда иллюзии пропали снова? Что это за бред такой? Объясните мне. Да ну это бред какой-то. Ну честное слово, у меня спектра в 3 звезды, в итоге меня выносит какой-то охотник. Потому что что? Потому что иллюзии не работают. Серьезно? Рисковать что-то переролить, это ну такое. Ёлки-палки. А можно было посерьезнее предмет мне, что попал? Ну вот еще серьезнее. Не знаю, я сейчас всех поставлю максимально близко. Может повезет. ГВПГЛ. Ну, да. Спасибо тебе тоже за каточку. Тут я по-любому проиграл. Проиграл из-за того, что я не понимаю, почему иллюзии спектры пропадают. Это обидно. Обидно. Я собрал спектру в тройку в первый раз в жизни. Я собрал спектру в тройку. Ладно, не первый раз. Вру. Вру. Это второй раз, когда я собрал спектру в тройку. Но первый раз это было с золотыми роллами. Тут же у меня золотых роллов нету. Я ее собрал просто руками. И по итогу что? По итогу она useless. Обидно. Обидно. Обидно, что иллюзии пропадали. Я не понял этого момента. Ну, я не понял этого момента. Да, это была прикольная катка, да, это было интересно. Но согласитесь, спектра в тройку, и ее скилл, получается, становится намного useless. Useless. Почему useless? Useless. Ладно, это было обидно. Это было обидно. Это было обидно. Сегодня у нас получился такой, знаете, эмоциональный ролик. Мало ли того, что меня немножечко, знаете, патч раздраконил. Ну, вот прям такой, вот так вот тут меня раздраконил он. Но еще и такая катка. Обидно. Обидно, что Спектра в тройку проиграла вот такой сборке. Давайте кратко подведем итог по катке. Спектра в тройку получилась слабее, чем охотники. Почему? Потому что ее способность почему-то не работает адекватно. Если герои стоят в углу, либо в линию, соответственно, иллюзия спектры не появляется ни перед ними, ни за ними, ни сбоку, ни спереди, ни сзади, нигде угодно они, короче, не появляются. То есть, как контрим спектру? Ставим всех в угол, делаем так, что они не перемещаются, и все, вы спектру законтрили. Ее способность не будет работать, не будет иллюзий. Класс! Спасибо, что об этой механике я узнал только сейчас. Я и так до этого думал, что спектра useless. Сейчас я убедился вдвойне, что спектра реально useless. Это обидно. Обидно. Что хочу сказать по вот этим новым введениям. По поводу реликвий. Это круто, прикольно, но я бы их переводчика удушил. Перевод максимально отвратный. Вот вы прикиньте, новый игрок заходит и думает, такой, ага, реликвии, какие-то детали, запчасти. А что это такое? А потом он такой, отлично, деталь это фигура, запчасть это оказывается тоже фигура. Короче, это бред. Я бы переводчика удушил. Сама идея с реликвиями прикольными. Игры стали подольше, как по мне, хотя у меня опыт всего лишь 2 катки, и, соответственно, вы в комментариях напишите, что думаете, игры стали дольше или не стали. Предметов категорически стало меньше. В общем, стоит еще все распробовать. И я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом я сделаю обзор на текущий патч и на реликвии. И чтобы вам было намного интереснее ставить свои лайки, я выпущу еще ролик, это Керри Вайпер через волшебников. Ну, все как мы любим по итогу. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мои каналы на YouTube и на Telegram. Telegram тоже закреплен в комментариях. И всем удачи!